Добрый день! Я хотела бы поделиться своим опытом, как мы вылечили коронавирус. Я собирала в копилочку, по мере того, как события развивались, те методы, которые можно будет использовать в случае, если коронавирус появится в нашей семье. И я нашла два способа, которые помогают вылечиться от коронавируса. Так случилось, что у меня коронавирусом заболела старшая дочь. Нужно было что-то экстренно предпринять для того, чтобы, во-первых, не заболели остальные члены семьи, а во-вторых, вылечить дочь, чтобы эта болезнь не развилась во всей своей красе. Что мы сделали? Мы изолировали старшую дочь в отдельной комнате. Она выходила из своей комнаты только в маске. У нас два санузла дома, и поэтому мы один санузел выделили полностью ей, а второй санузел мы использовали сами. Она выходила из своей комнаты только для того, чтобы какие-то гигиенические процедуры, в туалет и душ принять. Еду я ей приносила в комнату. Что я делала для того, чтобы очистить воздух вокруг, в том числе и в ее комнате, для того, чтобы она дышала? Я использовала эфирные масла и диффузор. Я сходила, специально взяла диффузор. Значит, это обычная такая, как аромалампа. Наливается вода, туда капается несколько капель эфирного масла, качественного, натурального. Вот. Потом включается, и, в общем-то, начинается испарение этих эфирных масел вокруг. И поэтому я использовала это для санации воздуха, и для того, чтобы она дышала этим воздухом. Далее я нашла такой способ, как лечение парами спирта. Или водки точнее, но просто мы не рисковали, потому что есть как положительные, так и отрицательные отзывы об этом методе, но все-таки я, как медик, посмотрела. Есть исследование одного из физиков. Метод основан на том, что этот вирус, он имеет липидную оболочку, которую растворяет спирт. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы купировать образование пены в легких, тоже очень хорошо помогает в этом спирт. Мы просто во флакон налили водки 40-градусной, качественной, и пшикали на тряпочку. Она накладывала себе под маску эту тряпочку и дышала в течение 3 минут каждые 3 часа. Также мы обильно пшикали полотенце, которое мы ложили на подушку, и она засыпала на этом полотенце. Как только уже водка испарялась, то она просто убирала это полотенце и спала дальше. Остальное это была поддерживающая терапия в виде высокой дозы витамина С. Это 3000. Далее высокая доза витамина D, это 2000 единиц вместе с витамином К. Также я давала кошачий коготь, масло чеснока в капсулах, чай из калины для того, чтобы понижать давление, в результате которого появляется головная боль при коронавирусе. Помимо этого я давала солодку по 2 капсулы 3 раза в день. Солодка нам в любом случае не помешает. Также я давала противовирусный препарат Альтабор по 2 таблетки 3 раза в день. В качестве антикоагулянта я давала аспирин. В первый день болезни, как только поднялась температура, на ночь я дала высокую дозу аспирина. Это было 3 таблетки по 500 мг. На следующий день на ночь я дала 500 мг только. И через день я уже дала половину таблетки от 500 мг, где-то 250 мг. Последующие дни это было 70 мг. Первый вечер это была ударная доза, при том, что у нее как раз поднялась температура 38,7, и я на ночь дала такую ударную дозу. Это мой опыт. Я просто делюсь опытом, как в течение недели мы выздоровели. То есть температура была всего лишь 2 дня, кашель был где-то в течение 5 дней, но он был не сильный. Только утром она как отхаркивала, и все, уже в течение дня это могла пару раз там что-то покашлять, и все. Была усталость, которая по истечении недели прошла.
Ну и, собственно, после этого сдали тест был негативный, все в порядке. После того, как мы уже вылечились, я узнала, что еще одно очень хорошее средство, которое необходимо подключить к лечению. Это хрен, притом в двух формах. Одна форма – это 200 грамм хрена, натереть на терке и всыпать в литровую банку и закрывать ее крышкой. Этим необходимо дышать, потому что эфирные масла, которые находятся в хрене, они, собственно, губительно действуют и на вирус, и очень сильно поддерживают организм. Хреном не только можно дышать, но и его употреблять вовнутрь. Каким образом? Тоже 300-400 грамм мы трем на терке или перекручиваем в мясорубке, в 3-литровую банку помещаем, заливаем эту 3-литровую банку водой, и по 6 столовых ложек мы пьем этот раствор каждые 3 часа. Я как медик понимаю, что хрен – это и эфирные масла, и антибактериальная профилактика, и противовирусное средство, и антисептик одновременно с этим. В общем, это очень мощное средство для того, чтобы бороться с коронавирусом в домашних условиях. Желаю вам не болеть, но если вдруг такое случится, то перенести его в самой легкой форме. Возможно, благодаря тем советам, которые я сейчас вам озвучила. Всего доброго.